Ну-ка, тихо! Все, одела шейник на нее. Все, это кипиш. Она пошла хвастаться ошейником. Все, сейчас все увидят. Так, ну да ладно. Еще одна цель приезда. Надо закрыть лицензию, оставшуюся на изюбря. Не знаю, как получится. Охотиться одному. Без всяких загонов. Ну и снега в пол колена где-то. Чуть выше местами, где надуло. Так. Одел свой старый костюм. Ремингтон, ему, наверное, лет 7. Очень удобный, теплый. Не шуршит. Ну, их уже не выпускает, но, тем не менее, вот костюму 7 лет. Прекрасно себя чувствует. И в этом году вот приобрел такую обувь, тоже фирмы Реминг. Я, если честно, в шоке. На переезде за счет них я ноги не отморозил, они не пропускают воду. Вот так вот я в воде стоял, когда глыбы выкидывал льда из-под машины. Думал, ногам хана. Еще и дошел до сюда. Промокли у меня ноги только верхняя часть, которая была выше, получается, ботов этих. Ну и какая-то часть все равно стекала туда, вовнутрь, по штанине, по носкам. А так идеальные. Давно искали мы такую обувь, чтобы были теплые, как ичиги. И основное, это вот когда по склону идешь, ичиги они не держат. То есть идешь как по песку, ногу выворачивает. Постоянно вот несколько шагов делаешь, тебя стаскивает, ну, потихоньку продвигаешься. И вот искали мы такие, чтобы голеностоп был затянут, чтобы не подвернуть, и чтобы форму держали. Еще и теплые были. Тяжело было найти. Ну и вес, соответственно, невысокий. Ну, это вот идеальное сочетание. Ну, немного шумят они по мерзлому снегу, по сугробу, ничего страшного. Ну все, собираюсь, потихоньку еду. Камера за пазухой будет, не знаю, что получится отснять. Скоро будет хорошая камера, которая держит по заявлениям производителя при минус 23 часа съемки беспрерывной. Я, конечно, в это не верю, но если час она будет снимать, это уже хорошо. При минус 20. Эта камера вот была полностью заряжена, 2 деления нет, вот как вышел на улицу. Температура сейчас чуть-чуть потеплела, вот минус 27, что ли. За ночь опускалась до минус 36. Ну а тут снимает. А, и то одна палка. Друзья, охоту можем показывать только вот здесь, когда уже все готово. Да, Викторович? С этими морозами хотя бы так показать. Свежина, лук, перец, стебли чеснока, немного томат пасты и мука. И рис у нас тут околевший. Вот. Ну, будем есть мясо. Оно вкуснее. Друзья, добрый день. 3 часа дня у нас. Вот такой гаражик у нас получился. Неказистый. Этапы строительства была возможность снимать только на телефон. Камера садится быстро, и много раз об этом говорил. Ну вот сейчас минус 16, могу немного как-то прокомментировать. В общем, гараж этот у нас для трактора. Это уже мы удлинили, ну, по необходимости, чтобы 66-я прогрелась. Получилось довольно неплохо. По периметру полок притянут доской, не парусит, ничего его не вырывает. Вот, затопили печь. Еще раз повторюсь, какие-то моменты строительства тут, ну, ничего сложного. Все такое простое. Добавляю в телеграм-канал. Кому интересно, можете посмотреть. Может быть, что-то возьмете на вооружение. Ну, тут ничего такого нет. Вот тут фартук завели.
полог, видите, вот такая щель была. Ну, ширины не хватало, и поэтому завели вот такой фартук, а потом накрыли уже вот этим пологом сверху, который с крыши. Сейчас посмотрим датчик какой на температуре на подогревателе. Затопили печь где-то примерно час назад. Такой вход у нас. Пока разберешься. Вот. Ну, тепла еще как такового нет. Час назад, конечно, такое большое помещение не протопится. Давайте сейчас пройду. Блин, а как пройти-то мне к кабине? Нет. Кабину я, к сожалению, не открою. Порву полог. Так, еще тут засыпали амшаник. Повесили одеяло. Не знаю, почему раньше этого не сделали. Все полностью, все бока. Но вот только передняя стенка не засыпана. Блин, ну такая толщина, все пропенено. Единственное, у нас не так много опилок. Наверху, я вот не знаю, можно вот так пологом застелить, а на него снег насыпать, на полог. Ну что, она таять там особо будет. Если там и натает, коркой ледяной возьмется, полог уберем. И все. Потолок бы вот утеплить как можно лучше. Вот это было бы дело. А так вот сейчас минус 4, когда минус 36-37, мороз был минус 5 в амшанике. Это, наверное, ну, холодновато все-таки. Мы вообще сколько видели амшаников в тайге, вот старые пасеки заброшенные. Там яма где-то, ну, в колено глубиной и сруб. Ну, как землянка такая. И все, и там утепляли, чем могли они там. И этим мхом там, чем могли, только затыкивали. И ничего, зимовали. Ну, дальневосточная пчела, она не боится таких морозов. Да вообще пчела мороза не боится. Боится сквозняков и голода. Надеюсь, все хорошо будет. Виктор заходил, смотрел пчелы на передней стенке кверху, ну, сверху клуб. Как бы это считается, вроде как читал, нормально. Вниз не опускались они. Ну, канди купим. Потом добавим. Так, охота вчера у нас удачная была. Я чуть-чуть заснял, как уезжал. А потом, ну, опять камера села. Я выезжал, было минус 28 или 27. Ну и камера села, и батарейки с собой брал. И за пазухой их держал. Только вставляешь в ледяную камеру, все. Вот, удачная вчера сверхрезультативная охота. Ну, собаки, конечно, потрудились здорово, молодцы. Прям выше всяких похвал. Злата, малыш. И все так удачно получилось, что... И по тайге они зверя гнали порядка 10 километров. Я за ними там не успевал. В километре держался и никак не мог сократить дистанцию. А потом выгнали прям на таежную дорогу, куда можно было подъехать на снегоходе с санями. И поставили на камни. Ну а там как бы уже не так сложно. На телефон снимал. Ну опять же в телегу выложу. Ну или давайте здесь кадры эти. Только там я вертикально снимал. Уже там не было это. Ну, чтоб там горизонтально, вертикально. Снял, как снял. В общем, как держал телефон, так и снял. Слушайте, кормилицы мои зебришку поставили. — 10 километров где-то они его петляли. Наконец закрутили.
ближе снимать не могу. Экшн-камеру бросил вместе с рюкзаком. Телефон, только она села. И батарейки тоже все запасные. Ладно, потом расскажу, если все хорошо, как дело было. Они там, в вершине сопки. Надо забираться. Ну все, пошел. Я, короче, отсюда выстрелил. Он меня спалил. На меня смотрел, бявкнул один раз. Видно плохо так, по чепурге, в силуэт. Но не спрыгнул ничего. Там еще зацепил, видать. Надо как-то забираться на эту скалу. Короче, пока шел, еще раз произвел выстрел. Он скатился вот здесь. И вон там к дороге, подраненный. Никуда он не уйдет сейчас все. Ну все, друзья, с полем. Я потом расскажу, как дело было. Это, конечно, непередаваемо, если честно. Собаки, если есть, которые работают по зебрю, допустим, на золото, то это платина просто. Ну все, друзья, я пойду зверя доберу, а то мучиться. Ну все, не пришлось никого добирать. Зверь дошел. Вот дорога старая. Там пару ключей заложить, можно проехать. Закрыл лицензию за полдня. Вы мои кормильцы. Вы ж мои кормильцы, а. Молодой бычок. Годовалый или двухлеток. Мои кормильцы. Злата, малыш, это ваша работа, мои умницы. Какой вы круг за ним дали, а? Это просто уму непостижимо. И сюда выгнали. Я просто, низкий вам поклон, конечно. Такие трудяшки, а. В очередной раз повезло, друзья. Я думал, наверное, дней 5 буду закрывать лицензию, если честно. Снега многовато. Вот. Повезло очень. Собачки прям. Зацепили где-то 350 метров в сопке. Так далеко они его прогнали. 10 километров. Там такие сопки. И они так хаотично идут. Там карандаши. Прям одна заканчивается, вторая, третья. Я никак ближе 900 метров к ним не мог подойти вообще. И то пока по распадку шел, в сопки ушли. Я думаю, не дай бог вы там поставите. Надо будет ползти туда, потом выносить. Потом смотрю, они на круг в сторону дороги, как заезжали, заходили. Я думаю, ну все, бросили. Потом думаю, как если бросили, своим следом не идут. Потом смотрю, они на дороге стоят и стоят. Думаю, пойду посмотрю, подхожу, слышу лай. Думаю, быть не может. Подхожу, точно. Еще 2 раза они его срывали с места. Повезло, конечно. Повезло. Вот он, рюкзак мой бросил. И камера там как обледенелый кусок пластмасса. И батарейки вставлял, которые в тепле были. А в ледяную камеру вставляешь, все. Они колом сразу. Никитос, спасибо за рюкзак фартовый. Обкатал с первого раза. Все. Ледяная. Ну и отсюда они опять его сорвали, пока я батарейки менял. И еще полкилометра прогнали. Сейчас до снегохода где-то полкилометра. Но охотился я, круг давал. Знал бы, сразу сюда пошел. Ну вообще прям все удачно. Прям меня поймут возрастные охотники, которые такой фарт не раз в жизни бывает. Что прям вот к дороге
И выстрела он сбежал прям к дороге. Это как тот Чукча, который раненого лося к чуму гнал. Или к юрте, куда он там его гнал. Моя кормилица, вчера только тебя попросил зюбришку мне. Надо закрываться. А если хотите в телегу, заходите, там гораздо больше видео зимой снимаю, чем чем на экшн камеру. Скоро куплю хорошую камеру. Будет возможность снимать и при очень больших холодах, минусах. Друзья, сейчас у нас будет чаепитие. Я давно мечтал о самоваре, и мои друзья, которые приезжали, знали. Ну, я как-то в разговоре озвучил, сказал, что очень хочу для пасеки самовар настоящий, дровяной, и патефон. Ну, с патефоном что-то не заладилось у них, видать, а самовар привезли. Скинулись и в подарок привезли. Я искал давно и, никак, цены, конечно, я когда посмотрел на Авито старых самоваров, конечно, кусаются. Хотел турецкий, потом почитал отзывы, там и краники бегут, и прогорают они очень быстро. Чуть не купил. В общем, решил повременить и приобрести, а тут ребята подарили. Вот такой прекрасный самовар тульских мастеров. Тула у нас славится пряниками и самоварами. Ну и еще там кое-чем. Но это нас не касается. Так что сейчас будем пить чай с такого самовара. Толком не знаем, как он топится. Знаю, там шишками. Но они ни на что не влияют. Ни на какую, ни на ароматику, ни на что. Так просто. Что шишечки закидывают еловые. Может, жара дают много, не знаю. Сейчас попробуем, как это все в деле. Разбирается, Мы, наверное, неправильно растапливали. надо щепочек меленьких кидать. Вот таких тоненьких вообще. Так, еще, друзья, заехал к Николаю, может быть, помните, который вот на начальном этапе нас учил, как с пчелками дружить. И вот он нам дал такую продукцию, может быть, кого-то заинтересует. Не знаю, это реклама, не реклама, но все натуральное. Все натуральное, все, большинство тут собственноручно собрано. Свечи вот такие ароматические в различном исполнении. Он сейчас в Москве на какой-то ярмарке. Я к нему заехал, он говорит, возьми там всего-всего. Я как бы такой скромный человек. Вот немного взял. Я думаю, это все будет радовать, если подарите. Такие вот шкатулки, леденцы. Тут различные истории. Можно поизучать. По-облучински, пожалуйста, леденцы.
И вот такие вот футболки мужикам. Надпись «Дальневосточник». Хороший материал. Не пластмасс никакой. А, еще вот такую шкатулочку он нам даст, мы разыграем в телеге. Не знаю, как там наш вдохновитель решит, Ирина Александровна. Идейный вдохновитель, так сказать. Скорее всего, на рождественские какие-то вот праздники. Такой вот набор с чаем мы разыграем. Пока топится самовар, решил рассказать. Еще, Денис, огромная тебе благодарность. Передал вот такие полные 3 ящика. Полные под завязку мужикам сигарет. Не знаю, насколько им хватит, наверное, надолго. Я думаю, очень-очень надолго. Полные такие 3 ящика. Денис, огромное спасибо. Это существенное, как сказать, в общем, по бюджету это довольно сильно бьет. Вот эта часть на курево. Сигареты дорогие, табак дорогой. Поэтому сейчас можно долгое время не беспокоиться. Чай по-уссурийски будем сейчас пить. А тут вот из нашей истории культуры элементы костюма охотничьи. И как что называлось? Из чего сделано? Блин, офигенно. Я так-то сам первый раз-то вижу. По-карельски. Тут что? Традиционный костюм карельский. Карельская сборщица ягод. Ой, там какая-то книжка, видать, да? А, нет. Мне кажется, это идеально для подарка. Я оставлю контакты Николая. Не знаю, какая стоимость. Сами свяжетесь, кого заинтересует. Так, ну что у нас тут с самоваром? Один раз потух он у нас. Неправильно развели. Снизу сначала поджигали, оказывается, надо сверху закидывать. А может и снизу. Ну мы сверху, короче, кидаем туда. Скипел наш самовар. Вытащили торт. Мама мне сделала торт. Но в первоначальном виде довести не получилось. С нашими дорогами. Все то, что сверху было, там украшения какие-то, они, короче, сползли. Мы так вилочкой все это нагладили сверху. Пойдет. Блин, мне кажется, вот так с семьей дома посидеть где-то на даче или на природу. Прекрасный вариант. Будем пить чай на свежем воздухе. Хотелось пораньше, когда потеплее было, но делали гаражик. Еще раз. А как у тебя там градусник показывает? Это у вас что-то градусник показывает. Слушай, чай-то вкусный. Леденцы открыл. У него, во-первых, прям насыщенный вкус малины. Ну и сделаны так. И везде вот под крышкой даже какие-то сноски. Ну, интересно довольно. Работа такая. Вот как малина. Она и по вкусу так. Блин, круто. Николай, респект, конечно, за такую работу. Все очень качественно, добротно сделано.
Чай какой-то цейлонский. Открываем нашу старушку. Сейчас посмотрим, сколько подогреватель показывает. О, -2, друзья. Но это нормально. Это прекрасный результат. С учетом того, что тут все внахлёст как-то было. Все равно теплопотери большие. Я думаю, все хорошо будет. Вот бак вот так отошел. В общем, а утром подходил, было -4. На улице было -31. Подогреватель сейчас легко должен запуститься вообще, не напрягаясь прям. Тут вот мокрый снег подтаивает, вот лед. В общем, нормально. Подогреватель легко запустится сейчас. Ну вот, тракторок пригоним. Уже гаражик будет меньше, печки будет за глаза хватать. Отлично. А пока трактора нет, сюда можно снегоход ставить. Ну так там. Чтоб снег растаял там. В принципе, он и так запускается неплохо. Но лучше пусть он в гараже. Что он будет простаивать, правильно? Переломка у нас так замерзшая стоит. Но ее сейчас заводить — это целое дело. Ну, в общем, легко запустился подогреватель. Пойдем мы пообедаем. Да надо домой выдвигаться. На улице тепло сегодня. Что-то порядка -10. Снег. Так, ну что, давайте запустим. Сцепление мягкое. Масло в коробке тоже отошло. За 10 минут до 70 градусов прогрелось. Все, легкий запуск. Сейчас сцепление отпущу. Даже никакой реакции. Все отлично. Запускаю фен. И все, и пусть старушка стоит, греется. Так, друзья, выезжаю. Мужикам тут вон сюрприз оставлю под елкой. Сейчас не стал оставлять, там был алкоголь. Если много оставить, это беда опять будет. Опять на 2 недели пропадут. Вот под елку уберу. Потом на связи будут. В новом году там 1-2 числа за дровами поедут, скажу, где лежит. Ну, литр тоже до хера. Ну, кто меру знает, это немного. А кто вот много выпивал в своей жизни, то хмелеют быстро. Ну, пусть будет литр. У меня там еще литр спрятан. Короче, алкоголя капец. И виски спрятан, и шампанское, и пиво. Что там только нету. Но то нельзя вообще показывать, потому что там все вместе лежит. Сегодня тепло, -10 где-то. Машина отогрелась в гаражике. Мягенькая. За полчаса доехал. Обычно вот этот участок за час. Ну, летом особенно, 1:10. Сейчас за полчаса пролетел. Все переезды, все. Катает камушек, да на печу. Нам бабушка ладушек будут они. С чудными будут они. С костяника очень вкусные. А вы поворот.
пьется, а река течет, а река течет. Радио Шансон продолжает свой эфир. По многочисленным заявкам следующая композиция Михаила Круга «Ночной гость». Встречаем. Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю. И ждал и думал, может, это зря. Не бывает в жизни то, что не бывает. Красота-то какая, друзья. Вы знаете, как на душе прям тепло? Хорошо, никакой тревоги нет. Блин, классно, конечно. Классно. Ты едешь и абсолютно уверен в себе, в своих силах, в технике. Блин, такое чувство, знаете, прекрасное. Вот он, ночной гость. Че, опять ночной гость, что ли? Это Шифутинский. Тоже. А, вот это ночной гость. И то вроде ночной гость. Блин, не помню. Это про ножи не наточенные. Ой-ой-ой. Моей соседки скрипит, торшер горит, радость на лице. Ой-ой-ой. Гребутся ветки, коньяк налить. Со свиданицем. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет. Давно-давно клип был на эту песню. Там как парнишка ножи собрал у женщины одной и пошел на улицу, где ножи точит точильщик на камне на таком. И все ножи переточил он. Раньше почему-то клипы как-то запоминались. Сюжет какой-то был. А сейчас ничего не запоминается. Листву меняет, дочка подрастает. И пустяк, что не наточены ножи. Вот, друзья, Сергей Викторович Андрею зарплату не платит. А работу он делает непочатый край. Ночью мы все работаем. Бесплатно причем. Ну, иногда черпак ему какой-нибудь возьмет хороший. Да, и пьет на халяву, да. И в бане парится. Друзья, ладно. Ролик, наверное, вы будете смотреть уже в новом году. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Удачи, благополучия в семье, здоровья. Все, берегите себя, близких. Я дома. Ноги замерзли. Поеду греться. Ну все. Всего доброго. Андрюха меня повезет домой.